Всем привет, ребятки! Вы на канале Около Канады. Меня зовут Ирина Пашинская. И сегодня я расскажу вам, почему из 3 лет жизни в Канаде я прожила или жила только 15 месяцев. Да, это звучит странно, но так и есть. И все подробности расскажу в этом видео. И это видео не будет жалобой, больше просто моим личным осознанием той информации, к которой я пришла недавно и которой хотелось бы с вами поделиться. Как вы понимаете, если ты иммигрант со стажем, то у тебя уже мало что может удивить. И меня в целом мало что удивляло. После Канады уже я не знаю, что меня вообще может только Африка может удивить. В плане адаптации, привыкания ко всему, ну и всех этих мучительных событий иммиграции. Я в лесу. Нет, здесь на самом деле реальная красота. Я подойду вам сейчас покажу прямо возле озера. Какая здесь невероятная природа. Я ее просто обожаю. Итак, как же может быть так, что если я прожила в Канаде 3 года, то жила здесь всего 15 месяцев? И здесь, ребятки, кроется вот этот вот канадский сюрприз, который, мне кажется, в всяком случае, канадский сюрприз в тех местностях, в которых я живу, а именно в местностях холодных. Если вы знаете, то я с Крыма, с Симферополя, и жила в Крыму до 18 лет, после этого переехала в Польшу. И, как оказалось, климат для меня является одним из самых ключевых пониманий счастья в жизни. То есть без хорошего климата, получается, 3 зимы, а это долго очень, 7 месяцев, я практически не жила, потому что эта жизнь была максимально скучной, максимально неэффективной. Я толстею, я вхожу в депрессию, я очень грущу, я постоянно нервничаю, стрессую. То есть сплошной кортизол, и это очень плохо сказывается и на внешнем виде, и на внутреннем виде, и вообще на просто понимании жизни. Вот я как раз подошла к той красоте, о которой я говорю. Камера, конечно, не всегда передает то, что хотелось бы показать, особенно широкоугольный объектив, но это вот тут есть. Вода невероятно прозрачная, чистейшая, и ходить здесь одно удовольствие. И долгое время я мучилась и не понимала, что со мной не так. Неужели вот что-то вот во мне, что-то я делаю неправильно, как-то неправильно адаптируюсь, мало работаю. Не знаю, что-то я делаю не так. Почему так все сложно? Почему зимой я просто, как, знаете, как растение, как дерево зимой, оно загнивает? Ну, не это, понятное дело, это елка, она вечно зеленая. Но другое, да? Оно светает, нет листьев, ни ничего, оно пережидает этот момент, когда это закончится и наступит лето, да, весна, чтобы зацвести. И также я почувствовала себя тут, в Канаде. Я просто пережидаю момент зимы. Получается, можно сказать, не живу. Просто для того, чтобы наступило вот это вот прекрасное событие, наступила весна, и я почувствовала себя лучше. Конечно же, это вопрос климата. И плюс, конечно же, это вопрос местоположения, потому что если вы живете, например, в Ванкувере, то у вас там все в этом плане полегче. Но переехать в Британскую Колумбию уже с тем, что мы здесь более-менее что-то накопили, осели и так далее, это достаточно сложнее, чем просто кажется. Поэтому мы и не меняли местоположение, потому что все заново начинать в новом месте, опять находить новых друзей, опять находить новую работу. Это очень сложно. Тем более у меня база клиентов, которая уже была, и поэтому я просто сидела и пережидала вот это вот все. После этого осознания я перестала винить себя в том, что я какая-то не такая. И мне кажется, только к этому лету, 3-му лету в Канаде, я пришла к тому, что мне жутко не подходит этот климат, так как я южный человек, и мне нужно тепло. И именно в этом тепле я могу максимально эффективно проводить свое время и делать все, что я хочу, и то, что мне по жизни, да, имеется и полагается, и так далее. Мужу я хочу повторить, что делать совершенно не в Канаде. Канада прекрасная страна, замечательная. Ребятки, большое спасибо, что вы смотрите мой канал. Я так благодарна вам за то, что вы со мной, что мы с вами такая вот интернет-семья, которая может друг друга поддержать, рассказать какие-то истории, чем-то поделиться. Огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу подписку. Это бесценно для меня, это для меня огромная мотивация, ну и стремление идти дальше и снимать эти видео. В Польше все было замечательно более-менее. В Польше достаточно мягкий климат. В Крыму это вообще моя мечта, но, к сожалению, из-за оккупации, из-за политических проблем, из-за всего, что там происходит, вернуться я туда не могу. Я думаю, любой здравомыслящий человек не будет возвращаться в такие места. Оттуда только уезжают, потому что такой ужас, который происходит, который там есть, по словам моих знакомых, по словам моих друзей, это просто кошмар, репрессии, сажают непонятно за что, ловят, издеваются, унижают. То есть, это нечеловеческие условия. Все ходят злые, все ходят запуганные. И вы мне будете, может, писать в комментариях, пытаясь защитить эту всю ситуацию, хотя я ее и так прекрасно знаю и понимаю. Не обманывайте себя, посмотрите правде в глаза. Это реальность, в которой живут люди в России, в первую очередь. Есть один блогер, парень, на которого я подписана, он пытается как-то очень завуалированно показать людям,
что все очень хреново. Настолько завуалировано, знаете, что он просто жмет это из себя, потому что там слова сказать нельзя, ребятки. Там промыты мозги у всех и у каждого, и это делалось годами, десятилетиями, и это сделалось очень хорошо. Прекрасно, замечательно. Жаль, что это пока никто не понимает. Когда-то придет болезненное сознание, вот и с ним придет и разочарование. Только это будет действительно очень больно. Это, знаете, когда мир рушится, пелена с глаз падает, и когда-то это будет. Потому что ничего не вечно. Поверьте мне, ничего не вечно, и это тоже закончится. И плюс я вообще не понимаю, как люди могут жить в России с тем, что происходит сейчас, как летают ракеты в Украину, как убивают людей, детей. И они вечно сомневаются. И вот эти вот, знаете, комментарии, которые меня больше всего убивают. Типа, это все монтаж. Это все монтаж, это все подделка. Красиво сделали. Блин, это жесть. Я не могу, ребятки, как вообще, что в мозгах у этих людей творится? Я знаю, что у меня, мои зрители, это самые адекватные люди, которые прекрасно принимают и понимают эту информацию. Это ужасно, что происходит в мире, и закрывать на это глаза просто, нельзя. А тем более это каким-либо образом оправдывать. Это вообще недопонимание для моего не помещается у меня в голове. Напишите мне в комментариях, если вы встречали таких людей лично. Да, к сожалению, я даже знаю людей, которые жили в Украине всю жизнь, потом оказались на оккупированных территориях и пошли воевать против Украины, потому что им платили деньги. Ну и, конечно же, самое актуальное — это 5 миллионов рублей за пакет с мясом, я это так называю, как бы это не было печально. Мужчины идут на СВО, а возвращаются в гробах, ну и, конечно же, с денежками для родственника. Ну и все счастливы, родственники довольны, ему уже все равно. Ну, а денежки есть денежки, они стоят всего. Да. Вот так, ребятки. Так что у меня постоянно вот это вот я анализирую, думаю, господи, что происходит в мире? И оно не заканчивается. Все эти политические попытки сделать что-то, типа сказать, что вот, мы сейчас работаем над миром. Реально думаете, что если бы они захотели мира, они бы это не сделали вот так просто? Да это минута дела, полчаса, одно решение — это деньги, все это бизнес. И поэтому я всегда оставляю долю сомнения для всего вообще. Но будем смотреть правде в глаза. Есть вещи, которые, рационально мы можем оценить так. Началась война, Россия напала на Украину. Кто зарабатывает с этого деньги и как? Это уже вопросы, которые, не знаю, найдем ли мы когда-то ответы или нет, но, во всяком случае, мы знаем факт, который есть фактом. И он не поменяется, потому что это уже случилось. Это было, и это ужасно. Ладно, я все о политике, да, о политике. Давайте все-таки перейдем еще немного, поговорим про Канаду, про эту замечательную страну, климат которой мне просто и действительно не подходит. И знаете, это осознание мне стало облегчающим обстоятельством, потому что я подумала, что, зачем я буду страдать? Не подходит мне климат, не такой человек, который здесь будет жить. Даже если я буду зарабатывать здесь очень большие деньги, даже если я буду здесь популярна, богата и так далее, если я буду здесь несчастна по каким-либо обстоятельствам, то какая причина должна меня здесь удерживать? То есть, практически никаких причин здесь таких нет. Я стараюсь всегда быть с собой честной и с вами, и поэтому я предполагаю, что у нас, как у семьи, есть несколько выборов. Один из которых — это уехать, другой из которых — это жить на 2 страны. Пока у нас нет документов, это маловероятно, но это возможно, пока у нас есть разрешение на работу. Поэтому в планах обдумывать, как нам поступать дальше, что нам делать, и выбирать для себя наилучший вариант из возможных. Но это, если я даже когда-то уеду, я не забуду никогда, ребятки. Такая красота, такая свобода просто. Вообще, аж голову кружит от того, что ты можешь вдохнуть этот запах и полностью вдохнуть полной грудью, хотя 7 месяцев, на протяжении 7 месяцев, вздохнуть полной грудью ты не можешь. Настолько холодно, что у тебя даже ты так хочешь вот так понемножечку дышишь, чтобы сильно холодного воздуха не надышать и себе легкие не простудить. Это правда. Я когда немножко потеплела и уже чувствую, знаете, это такой легкий аромат цветущих растений, которые только-только просыпаются. И вот это было такое прекрасное ощущение, такое прекрасное понимание, что вот она, жизнь, она идет, она есть тут, она не ушла куда-то вдаль, она тут с нами, просто она так долго тут спит, что мне от этого очень-очень грустно. Напишите, если вы тоже такой человек, который сложно справляется с холодом, которому постоянный снег, посмотрите, какой камушек красивый, блестящий. Постоянные снегопады, холода, морозы и вечный лед приносят грусть и апатию. Будет интересно мне знать, что я не одна такая, потому что
Ну, иногда становится грустно, потому что все такие: ой, да, как здесь круто, как здесь классно, мы всем довольны. И ты порой думаешь, а может, со мной что-то не так? Может, меня постоянно не имется, мне постоянно нужно куда-то бежать, кричать, искать. Но в какой-то момент, наверное, самоопределяешься, ничего не длится вечно. И, собственно говоря, не длится вечно и мучения, которые мы иногда испытываем, не понимая, к чему же нам нужно и как прийти. Поэтому я надеюсь, я на пороге чего-то, что поможет мне идти дальше, вне зависимости от того, куда, а важно, как я буду себя при этом чувствовать, и моя семья, конечно. Вот. И, конечно, у меня всегда внутренний конфликт. Я думаю, у каждого родителя есть. Это, а как будет лучше для моего ребенка, где ему будет комфортнее, где ему будет лучше. Но вы в комментариях мне часто пишете, что родители всегда должны думать о себе в первую очередь, потому что если полагаться только на то, как будет лучше для ребенка в попытках понять это, хотя это практически невозможно, то вы окажетесь в плохой ситуации, где ни себе не сделали хорошо, ни ему, потому что если родитель несчастлив, то несчастлив сам ребенок. Поэтому, ребятки, я вот такие вот философские мысли сейчас в себе прокручиваю, обдумываю, ну и наслаждаюсь прекрасной весной. Впереди много чего классного, интересного, но я обязательно буду делиться с вами на моем YouTube-канале. Спасибо вам большое. Буду благодарна, если вы поддержите мой канал лайком, поддержите комментарием. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Здесь много интересных и видео, и шортсов. Ну и до скорой встречи. Пока.